Наступление, о котором Путин не скажет ни слова. Что пошло не так и почему оно захлебнулось? 50 тысяч оккупантов завязли на Сумском направлении, а 137 тысяч героев сбежали с войны. Удар одной бомбой и минус целый ядерный бункер. США впервые применили бомбу, которая пробивает 60 метров бетона. Уникальные кадры исторической атаки на важный объект. Защищенных мест в мире больше не существует. Попытка госпереворота или захват власти? Военные и ветераны обсуждали сценарии смены режима, найдены арбалеты и другое оружие. Все это сразу после угроз от России. В Пекине стало тихо. США запугали Китай. Сигнал, который может сдержать Си Цзиньпина перед атакой на Тайвань. Трамп включился и показал зубы. Турция признала то, о чем Кремль молчал годы. Эрдоган публично унизил российское оружие и опозорил Путина на весь мир. Удар по больному месту. Слова, которые прозвучали громче любой ракеты. Невероятная смелость. Путин отважился на первый зарубежный визит в этом году. Подарил книгу и в тюрьму. Это может коснуться каждого россиянина. Это и многое другое. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Украине, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Летнее наступление Путина, которое беспокоило весь мир, захлебывается. Вооруженные силы Украины остановили продвижение агрессора в Сумской области, сообщил главнокомандующий ВСУ в Телеграм. Линия обороны стабилизировалась, добавил Александр Сырский. Наши наступательные действия в Глушковском районе Курской области вынудили противника отправить часть войск на оборону своей территории. Это значительно снизило наступательные возможности основного группирования войск противника на Сумском направлении. Сырский заявил, что на Северослобожанском и Курском направлениях вооруженные силы Украины снова связали около 50 тысяч российских военных, в том числе элитные бригады их ВДВ и морской пехоты, а тактика активной обороны позволила даже освободить некоторые участки украинской земли на Сумщине. Как вскрывают самые надежные бункеры? В Пентагоне продемонстрировали уникальные кадры. Во время совместной с руководителем ведомства Питом Гексетом пресс-конференции глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн показал, как работают 13-тонные бомбы GBU-57. В отличие от обычных наземных бомб, вы не увидите воронку от удара, потому что они разработаны так, чтобы глубоко входить в землю и затем срабатывать. Дэн Кейн добавил, все 6 боеприпасов, сброшенных на каждую вентиляционную шахту в Фордо, попали точно туда, куда и было задумано. Бомба GBU-57 способна пробивать 60 метров бетона или 40 метров каменной породы. Удар по ядерным объектам Ирана был ее первым боевым применением. 26 июня Украина провела очередной 6-й с начала месяца обмен. Домой вернулись молодые бойцы до 25 лет, а также раненые и тяжелобольные. Большинство были в плену еще с 22 года. Среди них защитники Мариуполя, пограничники с ЧАЭС, офицеры. Самому младшему 24, а старшему 62 года. Многие провели в плену более 3 лет. Я же обещал, что вернусь. Со мной все будет в порядке. Я тебе говорил, я это сдержал. Я очень рад тебя слышать. Обмен прошел по стамбульским договоренностям. Несмотря на попытки России сорвать процесс и запустить фейки, Украина продолжает забирать своих всех до последнего. Бомбардировка ядерных объектов Ирана принесла дополнительный эффект. Решение Вашингтона заставило задуматься Пекин, а стоит ли ввязываться в авантюру с Тайванем. Об этом пишет Financial Times. Дональд Трамп, долгое время позиционировавший себя как изоляциониста, вдруг показал зубы. Они думали, что Трамп 2.0 будет больше готов к заключению сделок, возможно, более прагматичным, а значит более стабильным. На деле все оказывается совсем не так. Источник издания в администрации президента Тайваня заявил, что недавние действия Вашингтона в Иране должны помочь в сдерживании Китая. Своеобразная взрывная волна от бомбардировок объектов Ирана Израилем и США продолжает наносить урон союзникам теократических режимов. Еще один удар пришелся по престижу российского оружия. Слово взял президент Турции. Реджеп Таyyip Эрдоган публично признал, величественные ракетные комплексы С-400, которыми так гордятся россияне, не способны обеспечить полноценную защиту. Наше общество поняло это наглядно в последние дни в связи с войной Израиля и Ирана. Нам необходимо создать многоуровневый системный комплекс ПВО.
В 2017-м Турция приобрела у России 4 дивизиона С-400 за $2,5 миллиарда. Тогда Вашингтон потребовал от Анкары отказаться от российских систем в пользу американских Патриот, но та не согласилась. В ответ США исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35. В последнее время Анкара предприняла шаги, чтобы урегулировать этот вопрос с Белым домом. А старинное правило: там, где ступает нога русского солдата, то наша. Пока Путин мечтает о новых территориях, многим его солдатам удалось реализовать свою мечту – унести ноги с войны. Начальник управления президента России по общественным проектам впервые назвал число этих счастливчиков – 137 тысяч человек. У главы управления президента РФ тоже есть мечта. Надо помочь им переобучиться, найти новое место работы, причем достойное место работы, потому что они получают сейчас в зоне СВО солидные вознаграждения, и нужно вернуться так, чтобы доходы семьи не упали. Правда, похоже, ветераны не очень рвутся работать. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова признавала, трудоустроены только чуть больше половины. Страшная правда просочилась в эфир. Жители Якутии идут на так называемую СВО, так как в регионе нет достойной работы или зарплаты, и денег не хватает на содержание семьи. Я встречался в госпиталях, встречался на территориях с нашими подразделениями, где наши уважаемые наши земляки и не только, и спрашивал проблему, почему, как они оказались. Понятно, что многие из них, естественно, говорят, и это правильно, это патриоты, они идут, и они защищают, они в душе где-то военные, где-то они хотят и понимают историю, которая сейчас вершится сегодня в нашем мире, да, то есть это очень важно. Но основная эта часть из них — содержать семью, не хватало денег для того, чтобы, то есть здесь, находясь в Якутске, они не могли найти достойную работу по специальности и уходят туда, чтобы там получать ту выплату, которая им положена, и там находятся на рубежах, защищая наши границы, в то же время одновременно закрывая вопрос трудоустройства, потому что они не нашли себя здесь. И это Якутия, алмазное сердце России. Пустой кошелек, который кормит страну, а сам остается голодным. Здесь добывают драгоценные камни, золото, газ, редкие металлы, богатства на триллионы. Если бы просто распределить эти ресурсы между жителями, каждый якут мог бы жить как в Дубае. А вместо этого нищета, безработица, гробы и отсутствие элементарного будущего. Война войной, а пляж по расписанию. Северная Корея готовится отправить новую партию солдат в Россию, якобы уже в июле-августе, под масштабное наступление в Украине. Об этом заявили южнокорейские депутаты со ссылкой на данные разведки. На месте уже есть северокорейские войска в Курской области. В обмен Пхеньян получает от Москвы технологии и консультации по спутникам и ракетам. Дополнительную отправку войск могут начать уже в июле или августе. Основанием для этого является то, что при первой отправке солдат после визита секретаря Совбеза России Сергея Шойгу в Северную Корею и заключения военного соглашения прошло около месяца до начала переброски. Анализ показывает, что в КНДР уже начался отбор солдат для этой миссии. А чтобы не терять своих лиц в Украине и лицо перед народом тоже не терять, Ким Чен Ын почти одновременно с этим открывает туристический курорт в Вонсане, называя его величайшим достижением года. То есть туда солдаты, назад туристы и молодожены, возможно, тоже, наверное. Стратегия двойного назначения. Десятки гостиниц, арены, бассейны и все это под лозунгом «Цивилизация досуга» в стране, где за ТикТок дают срок. Мир в шоке, ООН уже почти озабочен. Шуточное агентство из Санкт-Петербурга предлагает даже подарочные свадебные путевки в Пхеньян. И поди здесь разберись, где уже шутка, а где правда. Правда лишь в том, что 2 недели дороги — это абсолютно точно в поезде Москва-Пхеньян. И это не шутка. Очередная новость из России, которая заставляет засомневаться, какой год на календаре и дворе. 2025 или все-таки 1937. В Перми вынесли приговор, от которого мороз по коже. Местного фотографа Григория Скворцова отправили в колонию строгого режима на 16 лет. За что? За передачу гражданину США книги о советских бункерах. Речь не идет о секретном издании. Книга продается на Авито и цитируется в российской газете. Но это не помешало обвинить Скворцова в государственной измене. Фотограф вины не признал.
Задержана группа, которая планировала насильственную смену власти. По версии МВД, 6 человек, включая военных, полицейских и ветеранов, собрались в отеле города Кралево не для встречи однополчан, а для обсуждения захвата правительственных зданий, нападений на силовиков и захвата СМИ. У одного из них нашли пистолет со стертым номером, у другого арбалет, и это все в Сербии. Имена пока не названы официально, но местные СМИ пишут. Среди них Новица Антич, бывший глава военного профсоюза, которого западная разведка уже называла агентом влияния с российскими связями. Все это происходит сразу после повторного окрика из Москвы. Служба внешней разведки России опять обвинила Белград в поставках оружия Киеву. Вучич попытался оправдаться, но, похоже, это Кремль не удовлетворило. После первого заявления СВР в Одессе был обстрелян склад с предполагаемыми боеприпасами сербского производства. После такого предупредительного выстрела попытка подготовки переворота в самой Сербии. Совпадение или четкий сигнал из Москвы? Мол, с кем вы определяетесь? Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Не прошло и полгода. Один из самых смелых мировых лидеров, Владимир Путин, совершил первый в текущем году зарубежный визит. Российский диктатор наконец отважился покинуть Кремль и отправился в Беларусь, где принял участие в работе Евразийского экономического форума. Но для начала встреча с главным вассалом Лукашенко. Накануне стало известно, что Путин отказался от поездки в Бразилию на саммит БРИКС в июне из-за опасений быть арестованным по иску Международного уголовного суда. Об этом мы уже рассказывали в эфире «Нехта». Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать ничего важного и интересного. Ранее прокремлевские эксперты отговаривали Путина от возможной поездки в Ватикан на переговоры по Украине, приписывая Украине и Великобритании планы сбить самолет бессменного руководителя России. В такой обстановке охрана была на высоте. Знаменитые чемоданы не забыли. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.